Друзья, приветствую вас. Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, что нам ожидать и как закроются сегодня площадки по доллару, рублю, евро, нефти и золоту. Сегодня рынки в эйфории находятся по причине того, что ожидается подача регистрации вакцин. Сейчас вечером немного негативные данные вышли по Соединенным Штатам, индекс деловой активности в промсекторе. Но у Соединенных Штатов все-таки более ключевой параметр – это то, что связано с оказанием услуг. Так, и сегодня выступление Пауэлла в Конгрессе было. Основные вопросы по политике будут решаться монетарной 15-16 декабря, когда заседание ФРС. Сегодня Пауэлл был достаточно осторожен в высказываниях, собственно говоря, как и обычно. Но достаточно он так пространно обратил внимание, что большие надежды возлагаются на вакцины от коронавируса, что они изменят ситуацию, что коронакризис закончится. Но были и позитивные моменты, в частности на вопрос сенатора-демократа он ответил, что помощь будет оказываться ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы минимизировать страдания американского народа и бизнеса. И кроме того, он заметил, что необходимо еще и налоговое стимулирование. И, кстати, именно налоговое стимулирование, оно, в общем-то, будет играть, скорее всего, ключевую роль при выходе из кризиса. Потому что, когда дают налоговые послабления, это означает, что человек что-то должен сделать, и на это что-то он получает выигрыш. То есть, когда просто раздают деньги, это совсем крайний случай. Но именно налоговое стимулирование, связанное со смягчением взиманий в результате производства каких-либо товаров и услуг, оно, скорее всего, окажет наибольшее влияние, когда будет достигнуто дно и пойдет выход из кризиса. Но я вот так думаю, наверное, очень сложно говорить, подбирая каждое слово, понимая, что даже с какой-то интонацией скажешь, или на кого ты посмотришь в этот момент, ты можешь рынки либо вознести, либо обрушить. Поэтому, конечно, Пауэллу глубочайший респект и уважуха за то, что он делает и сохраняет хладнокровие. Ну и по сути сейчас на текущий момент у нас вся привязка идет к середине декабря. Почему? Во-первых, в середине декабря, там с 10 числа, где-то даже с 3 хотели начинать пробные прививки противокоронавирусные. 15-16 декабря будет заседание ФРС. Соответственно, то есть, наверное, будут какие-то кардинальные решения в части того, предоставлять ли помощь, в каком объеме, какие-то прогнозы в части того, что будет со ставками в течение, по крайней мере, первой половины 2021 года. И, наверное, вот эти 2 недели, которые сейчас нас ждут до середины декабря, они будут ключевыми. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас по графикам. Это SFD на фьючерс S&P. Сегодня мы уже переписали максимум, который был ранее. И сейчас очень большой вопрос, будет или не будет закрепление на достигнутых значениях. Если будет, то поступательное движение наверх. Если сейчас пойдет откат и будут пробиты ключевые уровни, например, 3600, то, скорее всего, на этом ралли завершится. Вот. Но с учетом того, что на подходе заявления по вакцинам о подаче на регистрации, они будут сейчас одна за другой происходить. Скорее всего, на текущий момент до Нового года будет преобладать позитивный новостной фон. Вот. И здесь достаточно высока вероятность того, что мы это восхождение продолжим, я так думаю. Сейчас, судя по всему, вот на 4-часовике видно, идет попытка по S&P откатиться. Но опять же, у нас есть ключевой уровень, это 3600. Если он не пробивается, если вот такие будут ложные пробои, ничего страшного. Все это хозяйство будет выкупаться и пуляться дальше в космос. Так, на фоне всего этого вакцинного хайпа пытается VIX пробить донышко, которое недавно было достигнуто. Вот для того, чтобы понять, что действительно все хорошо и, в общем-то, перед Новым годом мы увидим реально новое восхождение и космос, нужно, чтобы VIX пробил 19,5 и ушел хотя бы куда-то в район 17-17,5. Если такое движение будет, то мы можем увидеть еще достаточно сильное движение и по S&P, и по другим рынкам. Так, далее NASDAQ. Здесь ситуация еще более сильная, чем по S&P. Он значительно сильнее выбился вверх, и по сути у нас полным ходом идет рождественское ралли.
Так, немецкий индекс DAX сегодня вот он тоже ушел к верхней границе. И если он закрепляется на текущем значении 13390 и выше, то Германия также будет участвовать в этом новогоднем прекрасном вакцинном ралли. Так, друзья, дальше давайте к евро-доллару перейдем. Но здесь реализовался наиболее вероятный сценарий, то есть пробили 1,2. Сейчас вопрос в закреплении на достигнутых значениях. Если не произойдет коррекционный откат на 1,1942, то вот это движение оно перейдет по факту консолидации на 1,23,5. То есть там есть цель, которую в ближайшее время, скорее всего, судя по этому движению, вполне может отработать. И главное 1,1942. Если он не пробивается, сейчас все откаты, которые будут возникать, их выкупают и идут дальше наверх. Так, далее нефть Brent, часовой таймфрейм. Ну вот сегодня уже был ложный пробой 47. По сути здесь все вот это движение на снижение, оно связано с ожиданием решения по ОПЕК+. Какой здесь есть момент? Момент здесь заключается в том, что вот у нас здесь двойное дно. И в текущих условиях, если сейчас в течение ближайших часов здесь будет разворотная формация, то есть не пойдет дальнейшее движение под 47 с целью потестить вот это значение 46.88, 46.8, то у нас двойное дно это сработает, и мы увидим отсюда коррекционный отскок. Цель этого отскока первая это 47.9, а в перспективе движение на 48.8, 49. Вот. Но в случае повторного пробоя и тестирования вот этого значения мы можем увидеть провал движения на 45. На текущий момент все-таки больше факторов указывает на то, что вот это двойное дно и отсюда пойдет движение наверх. Так, друзья, ну вот у нас незаметно началось золотое ралли. Масса людей и писала, и меня спрашивала по поводу золота, что все как бы на 1500 уходим. Я говорил, что подождите, пока еще это вопрос не решенный. Конечно, были определенные сигналы того, что будет пробито 1750 и разовьется движение вниз. Однако эта идея, как вы видите, не сработала. Остановились гораздо раньше на 1767. Вот здесь у него давнишний уровень проходит, который неоднократно оказывал очень сильное влияние на движение золота. Так, ну и на текущий момент вопрос в удержании 1805. Вот сейчас даже если будет коррекционный откат, но не будет пробито 1805, здесь по факту набора позиций вот это восхождение продолжится. И следующая цель, которую завтра мы скорее всего будем брать, это 1831 и 1850. Вот тот импульс, который здесь зародился, вполне может привести к тому, что движение очень энергичное вверх, оно продолжится. Здесь почему такое движение было? Два момента. Первый момент, связанный с тем, что ожидание того, что риски ушли, вот, а здесь риски ушли автоматически, значит не будут печатать деньги и нет ожидания по инфляции. Ну и второй момент, который, я думаю, здесь ключевой, просто из золота народ высадили. Высадили, и теперь здесь начинается вот это движение. Сейчас вот ключевой диапазон это 1830-1850. Если мы его пробиваем завтра-послезавтра и закрепляемся, то не за горами и движение в район сначала 1954, а потом посмотрим. И по золоту завтра, я думаю, уже будет окончательная ясность. Вот это все-таки разворот или это отскок дохлой кошки такой вот мощный произошел. Я склоняюсь к мысли, что это все-таки разворот. Но завтра мы посмотрим по движению. Если устоит вот этот вот уровень, этот диапазон, то это скорее всего разворот, и мы пойдем наверх. Так, ну и касательно текущей ситуации онлайн по золоту, я сейчас ожидаю коррекционного отката. Я думаю, что вот откат будет на 1812, если это переводить чикагскую котировку. И, соответственно, эта идея не срабатывает, если в течение часа-двух отсюда возникает движение наверх и пробой 1821. Так, друзья, далее рубль-доллар. Хотел сейчас на секундочку внимания обратить. Завтра у нас размещение ОФЗ происходит. Раз, два, в два этапа.
Ну, конечно, сейчас план уже по размещению рублей в ФЗ выполнен, но тем не менее, вот данное обстоятельство, оно может послужить хорошим подспорьем для того, чтобы рубль, ну, по крайней мере, не ослаблялся. Да, текущая ситуация в результате рискон делает российские активы привлекательными и увеличивает приток иностранных спекулянтов и инвесторов в рублевые активы, но с нефтью, сами видите, какая ситуация, ее пока наверх не пускают. И до 3 декабря, скорее всего, будет боковик. И кроме того, все-таки вот эти всякие разговоры по поводу возможных санкций, они, конечно, определенный накал поддерживают. Так, друзья, хотел еще обратить внимание, сегодня с утра выпустил анализ SOTES FTSE, новости и утренний обзор. Видео совершенно не зашло, я не знаю, с чем это связано, то ли его кто-то загасил, какой-то доброжелатель, то ли, может быть, время там как-то неудачно было выбрано. Вот. Но тем не менее, если вас интересует ситуация с SOTES FTSE, вы можете это видео посмотреть. Анализ идет прямо в начале. Так, возвращаясь к рубль-доллар, ну что, у нас здесь получается диапазон 75,5, о котором я ранее говорил, и 76,5. Ну вот, собственно говоря, наверное, в этом диапазоне в ближайшее время мы и будем двигаться. Для того, чтобы пошло укрепление рубля, нужна нефть более 50 долларов за баррель. Тогда мы увидим пробитие движения на 74,85, возможно, даже и ниже. Если по нефти все-таки задерг 50 плюс не состоится, то мы, наверное, плавно бородируя к верхней границе, пойдем на 77,35. Так, ну и что касается часового таймфрейма, рубль-доллар USD Tomorrow, здесь сейчас, я думаю, разворотная формация и будет движение, цель которой потестить 75,6, возможно 75,5, вот сюда вот. Соответственно, эта идея не сработает, если сейчас пойдет движение на пробой 75,83. Если такой пробой сейчас состоится, нас ждет импульс движения на 76. Так, ну это в общем-то все. Меня еще там попросили по акциям нескольким записать видео. Если я успею, я тогда сейчас в течение часа еще видео по акциям выложу. Так что, если интересно, смотрите его. Спасибо за внимание.